Хирандикашипу сказал: «О дерзкий и бестолковый разрушитель нашей семьи, худший из людей, ты не желаешь мне подчиняться? Так я сегодня же отправлю тебя, упрямого глупца, в обитель Ямараджа». It's a very exciting verse and nobody should fall asleep. Очень волнующий стих, никто не должен засыпать. Purport: Hiranyakashipu condemned his Vaishnava son Prahlad for being durvinita, ungentle, uncivilized, or impudent. Комментарий Шрилы Прабхупады. Разгневанный Хирanyакашипу употребил по отношению к своему сыну Вайшнаву Прохладе слово «дурвинита», которое означает «невоспитанный», «бескультурный», «наглый». Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, however, has derived a meaning from this word durvinita by the mercy of the goddess of learning Saraswati. Но Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру, по милости богини знания Сарасвати, открылось совсем иное значение этого слова. He says that dhu refers to this material world. Он говорит, что первая его часть, дух, относится к материальному миру. This is confirmed by Lord Krishna in his instruction in Bhagavad Gita that this material world is dukkhalayam, full of material conditions. Это подтверждает Господь Кришна в Бхагавад-гите, где Он называет материальный мир духхалаем, полным страданием. Vi means vishesha, specifically, and nita means brought in. Ви означает вишеша, специально, с особой целью, а нита означает приведенный. By the mercy of the Supreme Lord, Prahlad Maharaj was especially brought to this material world to teach people how to get out of the material condition. По милости Верховного Господа Махараджа Прохлада был специально послан в материальный мир, чтобы объяснить людям, как выбраться из сетей мирского бытия. Lord Krishna says, Yada yada dharmasya glanir bhagati bharata, when the entire population, a part of it, becomes forgetful of its own duty, Krishna comes. Господь Кришна говорит: «Яда дхармася гланир бхавати бхарата», когда обитатели материального мира или какая-то их часть забывают о своем долге, Кришна приходит в этот мир. Krishna is not present, devotee is present, but the mission is the same, to free the poor conditioned souls from the clutches of the Maya that chastises them. Иногда вместо Кришны приходят его преданные, но миссия у него та же – освободить несчастные условленные души из плена Майи, которые подвергают их различным наказаниям. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur further explains that the word mandatman means manda, very bad, very slow in spiritual realization. Кроме того, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что слово «мандатман» означает то же, что и «манда» – очень плохой или очень медлительный в духовной жизни. As stated in the Srimad Bhagavatam, Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya, Prahlad Maharaj is the guide of all the mandas, of the bad living entities who are under the influence of Maya. В Шримад Бхагаватам сказано «Манда Ктуманда Матайо Манда Бхагья». Махараджа Прохлада – наставник всех дурных душ, манда, тех, что пребывают под властью Майи. He is the benefactor even of the slow and bad living entities in the material world. Он приносит великое благо ленивым и глупым живым существам, обитающим в материальном мире. Kula, Bedha, Karadhama. By his actions, Prahlad Maharaj made great personalities who established big families seem insignificant. Кула, Беда, Карадхама. На фоне деяний Махараджа Прохлады знаменитые основатели великих династий стали совсем неприметными. Everyone is interested in his own family and in making his dynasty famous. Prahlad Maharaj was so liberal that he made no distinction between one living entity and another. Каждый заботится лишь о собственной семье и очень хочет прославить свой род, но Махараджа Прохлада был необычайно великодушен. Он ко всем живым существам относился одинаково. Therefore, he was greater than the great Prajapatis who established their own dynasties. Этим он превосходил великих Праджапати, родоначальников династий. The word stabdham means obstinate. A devotee does not care for the instructions of the asuras. Слово «стхабдхам» означает «упрямый». Преданный не питает интереса к наставлениям асуров. When they give instructions, the devotee remains silent. Если асуры его чему-то учат, он просто молчит. A devotee cares about the instructions of Krishna, not those of demons and non-devotees. Вайшнав следует наставлениям Кришны и не намерен слушаться демонов и непреданных. He does not give any respect to a demon, even though the demon be his own father. Он не почитает демона, даже если этот демон его отец. Matchaso na dritvam
Prahlad Maharaj was disobedient to the orders of his demoniac father. Махараджа Прохлада не подчинялся приказаниям демоничного отца. Yamashayam, every conditioned soul is under the control of Yamaraj, but Hiranyakashipu said that he considered Prahlad Maharaj his deliverer, for Prahlad would stop Hiranyakashipu's repetition of birth and death. Яма Кшаям. Каждая обусловленная душа подвластна Ямараджи, но Хираньякашипу сказал, что Махараджа Прохлады вызволит его из круговорота рождения и смерти, и тем самым спасет от суда Ямараджи. Because Prahlad Maharaj, being a great devotee, was better than any yogi, Hiranyakashipu was to be brought amongst the society of bhakti yogis. Thus, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has explained these words in a very interesting way, as they can be interpreted from the side of Saraswati, mother of learning. Махараджа Прохлады, будучи великим преданным, превосходил любого йога, и благодаря ему Хираньякашипу суждено было оказаться в обществе бхакти-йогов. Таким образом, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дал словам Хираньякашипу очень интересное толкование, объяснив их с точки зрения богини Сарасвати, матери знания. Translation: Hiranyakashipu said, O most impudent, most unintelligent disruptor of the family, O lowest of mankind, you have violated my power to rule you, and therefore you are an obstinate fool. Today I shall send you to the place of Yamaraj. Перевод еще раз. Хираньякашипу сказал: «О дерзкий и бестолковый разрушитель нашей семьи, худший из людей, ты не желаешь мне подчиняться. Так я сегодня же отправлю тебя, упрямого глупца, в обитель Ямараджа». Так в этом стихе мы видим, Хираньякашипу говорит о плохих качествах Прохлады Махараджа. What he alone perceives as bad qualities of this great devotee Prahlad. То есть он обсуждает плохие качества преданного Прохлады Махараджа. Actually, this verse comes as a shock to devotees. На самом деле этот стих он подобен шоку для преданных. Because in the last chapter, or the last several chapters, we repeatedly heard about the good qualities of Prahlad Maharaj. Потому что на протяжении предыдущих глав, стихов, мы все слушали о хороших качествах Прохлады Махараджа. Prahlad Maharaj is the best amongst devotees, and he is a repository of good qualities. Прохлада Махараджа является лучшим из всех преданных, и он является источником всех хороших качеств. If you want to find good qualities in a devotee, you simply have to look to the personality of Prahlad Maharaj. Если вы хотите изучить хорошие качества преданных, то нужно просто посмотреть на Прохладу Махараджа. We often quote the verse: Tatikshava Grunika Shuddhinam Shavadeinam Achata Shatava Shanta Shadava Shadabhushana. That the symptoms of the sadhu. Мы часто цитируем стих, что симптомы, признаки садху таковы, He's very tolerant, что он очень терпим, he's very merciful, очень милостив, he's friendly towards all living entities. что он с дружелюбием относится ко всем живым существам. Achata Shatava Shanta. A devotee doesn't have any enemies. И у преданного нет врагов. Of course, some people may see a devotee as enemy, but he doesn't see them as enemy. Конечно, некоторые люди могут видеть преданного как врага, но он не воспринимает их как своих врагов. He's very peaceful. Он очень умиротворен. He abides by the scriptures. Он знаток Писаний. And all of his characteristics are sublime. Все его качества возвышены. Sadhava Sadabhushana, actually Prabhupada translate, it means a devotee is adorned with sublime characteristics. Шрила Прабхупада пишет, что преданный украшен возвышенными качествами. Just like devotees may adorn a devotee with a garland. Например, преданного может украшать гирлянда. A garland is something very beautiful, something very pleasing to look at. Гирлянда — это что-то очень прекрасное, на то, что хорошо смотреть, приятно смотреть. So similarly, a devotee is very beautiful, he's very pleasing to associate with because he has so many good qualities. Так преданный очень прекрасен, он тот, с кем очень приятно общаться из-за того, что у него столько хороших качеств. Of course, that verse, Tatikshava Punika Shuddhinam Sharvadehinam, this is not only describing Prahlad Maharaj, those qualities are consistent in any saintly person. Конечно, этот стих Тикшава Каруника, он описывает не только Прохладу Махараджа, он описывает те качества, которые присутствуют во всех преданных. Throughout all time, going back hundreds or thousands or millions or billions of years, you'll find the same qualities in every saintly person.
Если мы посмотрим на сотни, тысячи, миллионы лет назад, то мы обнаружим те же качества во всех других святых личностях. In every religion. В каждой религии. Just like there are qualities which are consistent with an apple. Например, как качество яблока. It's crispy, when you bite it, it's sweet, it's juicy. Оно так хрустит, когда его надкусываете, оно сладкое, оно сочное. So these qualities that we read, or that we heard from this verse, they're consistent with every saintly person. Поэтому эти качества, о которых мы читаем, они присутствуют в каждой святой личности. Of course, we don't see such qualities, we don't see such sadhus so much in Kali Yuga. Конечно же, мы не можем видеть стольких качеств, стольких садху сейчас в Кали-югу. It's rare to see such qualities. It's rare to see such sadhus in Kali. Это очень редко, когда мы можем заметить такие качества или таких садху сейчас. Many times quoted the Niti Shastra by Chanakya Pandita. Я часто цитирую Нити Шастру Чанакья Пандита. That you won't find a pearl on the head of every elephant. Что вы не найдете жемчужину в голове каждого слона. You won't find valuable gems in every mountain. И не найдете драгоценный камень в каждой горе. You won't find the beautiful and fragrant sandalwood tree in every forest. И вы не найдете замечательное благоухающее сандаловое дерево в каждом лесу. So then Chanakya concludes the fourth line of that verse. He says, you won't have the association of sadhus in every birth. И таким образом, четвертой строчкой Чанакья Пандит заключает: и вы не найдете общение с садху в каждом рождении. Now, by the mercy of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya Sankirtan movement, we have an abundance of association with sadhus. И теперь, по милости Шрилы Прабхупады и Господа Чайтани, мы получаем это общение с садху. But Chanakya Pandit says you may not find the association of even one sadhu in millions and millions and millions of births. Хотя Чанакья Пандит говорит, что вы можете не найти общение даже одного единственного садху на протяжении миллионов рождений. So we have to know, but there are some sadhus by the Lord's arrangement. There are some, just like now, there are some elephants that have a pearl on their head somewhere in India. Но мы знаем, что какие-то садху все же существуют, где-то они есть, точно так же, как мы знаем, что где-то есть жемчужины в головах каких-то слонов, где-то в Индии. One time I met a sadhu who had a pearl of an elephant, but he wouldn't show it. Однажды я встретил садху, у которого была жемчужина, которая была извлечена из головы слона. It was given to him by his guru. Ее дал ему его гуру. Who got it from his guru, It was so valuable, it's like worth like billions of dollars. И он получил в свою очередь своего гуру и так далее. Она была очень ценная, там миллионы долларов. And he wore it around his neck in a gold locket, big gold locket, big fat thing like that. But he wouldn't show it to anybody. И он носил на своей шее такой большой золотой, как бы шкатулки, и никому не показывал. And you won't find, to find rubies in some mountain is very rare here. So, in the same way, to find that sadhu is very difficult. But still, there are some. There's some pearls on the heads of elephants. There's some mountains that have pearls. There's some forests that have some. So, still, by the grace of the Lord, there are some sadhus, genuine, pure devotees of the Lord, amongst human society. Точно так же очень трудно бывает найти рубин в каждой горе. То есть не в каждой горе есть драгоценные камни, не в каждой голове слона есть жемчужина. Но все же, так или иначе, по милости Господа, мы знаем, что эти садху, они где-то есть. И по милости Господа мы можем встретиться с ними. And their association is more valuable than all the pearls that may have been produced from the head of an elephant. Их общение, оно гораздо более важно, гораздо более ценное, чем все жемчужины, которые могут произвести. All the valuable jewels that may have ever been mined from the earth. Или все драгоценные камни, которые когда-либо были извлечены из недр земли. And more valuable than all the wood that has been taken from the sandalwood forests in Malaysia. И гораздо более ценное, чем все дерево сандала, когда-либо найденное в лесах Малайзии. Their association of that one sadhu is more valuable than other three lines of that stanza in the Niti Shastra.
И это общение садху, оно гораздо более ценно, чем то, что упоминается в предыдущих 3 строчках этого стиха. Therefore, Shastra makes it very clear what are those qualities so that we can recognize such a saintly person. Поэтому шастры, они делают качества преданными очень четко и ясно объясненными, чтобы мы могли найти истинного садху. Why do we want to recognize the saintly person amongst the multitude of people, the masses of people? Почему же мы хотим распознать святую личность посреди толпы других людей? Because the Bhagavatam says, Потому что Бхагаватам говорит, Prashangam ajaram pashyam atmana kavayo vidu saeva shabushu krito moksham bhagavatam. It states, every learned man knows very well that attachment to the material is the greatest entanglement of the soul. каждый ученый человек знает, что привязанность к материальному обуславливает душу. But that same attachment, when applied to a self-realized devotee, opens the door for liberation. Но та же самая привязанность, если она направлена на святую личность, открывает двери освобождения. So we become attached to that what is material, we become entangled. We become attached to a devotee of the Lord. Even in a fallen state, we become gradually purified, and eventually, because of His mercy, we achieve liberation. What's more, we achieve bhakti, we achieve devotion. Если мы привязываемся к материальному, это нас обуславливает и погружает в невежество, но если мы привязываемся к преданному, даже если мы сами находимся в очень падшем положении, постепенно мы можем очиститься и получить надежду на освобождение. Charya Vaishnava Seva, Narottam says, who's ever been liberated without the mercy of a Vaishnava? Сказано, что кто может достичь освобождения без милости Вайшнавы? So this principle is so important, recognizing the saintly qualities of a person, so important that in the Bhagavad Gita, the immortal wisdom of the Bhagavad Gita, there are several verses where Arjuna asked Krishna, Krishna, what are the symptoms of a saintly person, so I can recognize him? Итак, эта тема очень важна. Как мы можем распознать святую личность? В Бхагавад-гите, на самом деле, этой теме посвящены несколько стихов. И Арджуна спрашивает Кришну, Кришна, как я могу распознать, узнать святую личность? How does he walk? How does he talk? How does he sit? What actions does he perform? Как он ходит, как он сидит, как он говорит, какие он совершает действия. Then when we recognize him because of the symptoms, we can take shelter of him, we can serve that person, and we can begin to make progress in spiritual life. Поэтому, если мы сможем по этим качествам распознать его, мы можем приблизиться к нему, принять прибежище у него, служить ему и развиваться духовно. So therefore, the Bhagavatam describes from so many verses the transcendental qualities of Prahlad Maharaj to establish him as a leader amongst all the Vaishnavas. Поэтому в Шримад Бхагаватам столько много стихов, они описывают трансцендентные качества Прахлады Махараджа, которые утверждают его природу как лидера среди преданных. But here, in this verse, Hiranyakashipu, he sees only bad qualities of Prahlad Maharaj. Но здесь, в этом стихе, Хираньякашипу, он видит только дурные качества Прахлады Махараджа. We're being taught to recognize the good qualities, but apparently Hiranyakashipu, he doesn't see even one good quality in Prahlad Maharaj. He only sees bad qualities. Мы обсуждаем замечательные качества Прахлады Махараджа, но Хираньякашипу, он не видит даже ни единого хорошего качества, напротив, он видит только дурные. Actually, Prahlad Maharaj has no bad qualities, but Hiranyakashipu sees like that. На самом деле у Прахлады Махараджа нет дурных качеств, но Хираньякашипу видит их. Why does he see like that? Because his heart is polluted. И почему так происходит? Потому что его сердце загрязнено. There's a famous verse, or a part of a verse, the source is unknown, which Prabhupada used to quote very often. Есть пару стихов, которые Шрила Прабхупада цитировал очень часто. Atmavan manyate jagat. It means that in material life, это обозначает, что в материальной жизни a person tends to assess others according to his mentality. As you think others think. человек думает о том, что другие думают. Just like, I think that you think like me. Каждый человек полагает, что все думают подобно ему. just like if you have red-colored, rose-colored glasses, then you'll see the whole world as rose-colored. Например, если у вас красные или розовые очки, вы видите, что весь мир стал розовым. So if you have a jealous, envious mentality, you'll see the whole world like that. Если у вас будет завистливая природа, то вы будете видеть весь мир подобно. If you're a demoniac person, you have hatred, you have envy in your heart, you'll see others in the same light. Если вы демоничная личность, у вас в сердце зависть, гнев и злоба, то вы будете весь мир воспринимать точно так же. То есть, They may be full of all good qualities, but you'll just see the
black dot on the white sheet. Все окружающие люди могут быть исполнены всех замечательных качеств, но вы будете видеть вот эти черные точки на белой простыне. So of course there's no black dot, there's not even the slightest bad quality in the heart of Prahlad Maharaj. Because Hiranyakashipu is so polluted with envy and jealousy, he sees Prahlad Maharaj according to his own mentality. Конечно же, в качествах Прохлады Махараджа нет никаких этих темных точек, нет никаких дурных качеств. Но из-за того, что сердце Хираньякашипу так загрязнено, он видит эти дурные качества в He Прохладе. says, Durnivita, Prahlad, you are Durnivita. Prabhupada translates that to 3 ways. He said, you are ungentle, you're uncivilized, and you're impudent. Это слово он говорит Прохладе Махараджа, Дурнивита. И Шрила Прабхупада объясняет, что это значит невоспитанный, бескультурный и наглый. Actually, it's Hiranyakashipu who's ungentle. На самом деле Хираньякашипу невоспитанный. It's Hiranyakashipu who's uncivilized. Хираньякашипу бескультурный. And it's Hiranyakashipu who's impudent. И Хираньякашипу наглый. His heart is so full of those bad. So when he sees Prahlad, he sees through the colored glasses. He sees Prahlad in the same light. И поскольку его сердце исполнено этих качеств, он видит эти, когда он смотрит на Прохладу, он видит в нем эти качества. But even though he's used this very bad word, Durvinita, for us it's not a bad word because we're not Sanskrit scholars. But if you were a Sanskrit scholar and you heard that the great devotee Prahlad Maharaj was being addressed in such a way, you would recoil, oh, that's terrible, he's using that 4-letter word. It's actually 6 letters or 7. И он произносит эти жесткие слова по отношению к Прохладе. Конечно, для нас они могут не звучать так жестко, потому что мы не являемся учеными санскрита. Но если бы мы знали санскрит, то когда бы мы слышали это слово из 6 букв по отношению к преданным, были бы шокированы. How he can call Prahlad Maharaj such a bad word? But Vishwanath Chakravarti Thakur, he comes to the rescue of the devotees by the mercy of the goddess of learning, Saraswati. И мы могли бы подумать, как он может обращаться к преданному так, но Вишванатха Чакраварти Тхакур, по милости матери Сарасвати, он приводит другое значение этого слова, и таким образом спасает преданного. By the mercy of Saraswati, Mother Saraswati analyzes the word Durvinita in a different way. И он объясняет это слово Дурвинита по-другому. We know that Sanskrit is a very sophisticated language, and a single word or a phrase can be interpreted in different ways. Мы знаем, что санскрит очень специфический язык, и одно и то же слово, оно может быть интерпретировано разными многими способами. Of course, by the grace of the Lord, a devotee can see it in its perfection. Although it may be interpreted in different ways, a devotee, by the grace of the Lord, knows the proper understanding. И хотя оно может быть интерпретировано различными образами, по милости Господа преданные знают его истинное значение. So, Vishwanath Chakravarti Thakur, he breaks down that word. Итак, Вишванатха Чакраварти Тхакур, он разбивает это слово. Durvinita. He says, Du means the material world. Дурвинита. И он говорит, что первая часть дух, это значит материальный мир. He said, Vi can be understood as meaning specifically. И частичка ви может быть понята как специально, с He особой says, целью. Nita means to be brought in. И нита, значит, переведенный в. So when he translated this word, it means that Prahlad Maharaj was specifically brought into the material world for what? For the purpose of preaching. И таким образом, какое же понимание этого слова в связи с его интерпретацией? То есть Прохлад Махарадж это тот, кто был с особой целью приведен в материальный мир, чтобы проповедовать. So Hiranyakashipu uses the word to blaspheme Prahlad Maharaj, and Vishwanath Chakravarti Thakur uses the same word, interpreted in a different way, to glorify Prahlad Maharaj. И таким образом Хираньякашипу использует это слово, чтобы как бы обесчестить Прохладу Махараджа, оскорбить его, но Вишванатха Чакраварти Тхакур использует то же слово, чтобы прославить Прохладу Махараджа. And Prabhupada elaborates even further. И Шрила Прабхупада дальше говорит. He said, just as the Lord comes to the Dhu, the material world, V specifically for preaching Krishna consciousness, so does his representative. И таким образом тот, кто приходит в материальный мир, в дух, с определенной целью, Ви, чтобы проповедовать, это его представитель Господа. We were saying in English, like father, like son. Мы говорим в английском языке, что сын подобен отцу. Quite often the son is very much like the father. И часто так происходит, что сын очень похож на отца. Or the daughter is very much like the mother or the parents. Their qualities, the physical characteristics, the mental, intellectual
devotee family, the spiritual qualities are very much like the father, mother, and the father. Или дочь, например, подобна матери. То есть мы можем видеть, что дети, они наследуют качества своих родителей, и особенности в семьях преданных, мы можем видеть, что они наследуют определенные духовные наклонности своих родителей. То есть so if you have a pure father and you have a pure son, you're going to see their characteristics are almost identical. Если вы видите чистый отец, чистый сын, то можно заметить, что их качества очень сходны. Just like Prabhupada said of his own father, Guru Maharaджа, he writes in the Krishna, he dedicates the Krishna book to his father. He said I dedicate this book to my father, Guru Maharaджa, who was a pure devotee, who instilled in me the sense of Krishna consciousness, which was later solidified by my eternal father, Bhaktisiddhanta Saraswati. Как, например, Шрила Прабхупада, он посвятил книгу своему отцу, Гуру Махараджа, и в посвящении он написал, что я посвящаю эту книгу своему отцу, который вложил в мое сердце преданность Господу Кришне, которую позднее развил мой вечный духовный отец Шрила Бхактисиданта Сарасвати. Prabhupada said also there are families in India who continually produce pure devotees of the Lord throughout the ages. И в Индии существуют семьи, которые уже продолжительное время, на протяжении веков, продолжают приносить в мир преданных. So Prabhupada's father was a pure devotee, and he produced a pure devotee who did things that pure devotees do, amazing things that pure devotees do. И таким образом отец Шрилы Прабхупады был чистым преданным, и он произвел на свет сына чистого преданного. И мы видим, что преданный, такого преданного, который делает удивительные вещи. So we can just imagine in the case of the Supreme Father, who's supremely pure, sending his supremely pure representative, Palo-Альто, to the material world. What's going to happen? Something quite amazing is going to happen. И можем только удивляться, если Верховный Отец, наиболее самый чистый Отец, посылает в материальный мир своего представителя, то есть самого чистого Сына, то что может произойти в результате? Очень удивительные вещи. That devotee has the same mission as the Lord. У этого преданного, у него та же миссия, что и у Господа. What's the Lord's mission when he comes to the material world? А какова миссия Господа, когда Он приходит в материальный мир? It's no mystery, it's no secret. Нет никакой тайны в этом. Paritranaya sadhanam vinashaya tadisvitam. He comes to rescue the devotees, annihilate the demons, re-establish the principles of religion. Он приходит для того, чтобы спасти преданных, уничтожить демонов и восстановить принципы религии. So Prabhupada said the pure devotee has no separate interest from the Lord. So he's going to do the same thing, exactly the same thing as the Lord when he's in this world. И Шрила Прабхупада говорит, что у преданного нет никаких интересов отдельных от интересов Господа. То есть он исполняет ту же миссию, что и Господь. It's not that he's going to come and enliven the devotees, annihilate the demons, and re-establish the principles of religion, and have to do something of his own interest. Now that he's finished with that, then he's going to have some separate. No, it's all he's concerned with. А не так, что кроме спасения преданных, уничтожения демонов, восстановления принципов религии, у него есть еще какие-то собственные мотивы, и только после того, как он их исполнит, он уже начнет всем этим заниматься. Нет, это не так. The pure devotee from the beginning to the end, practically speaking from his birth until his departure from this world, only those three things. If you analyze his life, only doing those three things. He's only enlivening the devotees, he's working to correct the mentality of the demoniac persons, and he's working very hard to establish real dharma, Sanatana dharma in this world. You'll see that. There's no other interest that he has. Если мы посмотрим с самого начала до самого конца, а точнее говоря, с самого рождения до самой смерти, чистые преданные, они заняты только этими тремя вещами. То есть они дают общение, спасают, просвещают преданных, они исправляют умы демонов, и они восстанавливают принципы религии. Только эти три вещи с самого начала до конца. We should never think that a devotee has any other interest, a pure devotee, any other interest. Never question the pure devotee's activities. Мы никогда не должны думать, что у чистых преданных у них есть какие-то побуждения, кроме этого, что-то еще другое делать. He's never here for any material purpose. Therefore, there's a famous saying in Bengali, Yadyapi Nityananda Shara Bhariyaya Tatapi Ohaya Nityanandarai. Even if I see that Lord Nityananda has entered a liquor shop. Есть очень известная пословица на Бенгале. Если я даже увижу Господа Нитянанда в магазине, где продают I shall not be diverted from my conclusion that Nityananda Rai is the Supreme Personality of God. Я все равно приду к заключению, что Нитянанда Рай — это Верховная Личность Бога. So, we may analyze our spiritual master's life, Srila Prabhupada's life. We see he was a student in school, he was a householder, he was part of Gandhi's movement,
some devotee may say, what does that have to do with pure devotional service? И мы можем посмотреть на жизнь Шрилы Прабхупады, что когда-то он был студентом, и когда-то он был частью движения Ганди, и кто-то может спросить, ну какое это все имеет отношение к чистому преданному? He set a very nice example how we can use mundane education to facilitate Lord Chaitanya's Sankirtan movement, because you have to learn to read and write and calculate in order to preach Krishna consciousness. Шрила Прабхупада дает нам очень хороший пример того, как мы можем использовать мирское образование в целях проповеди сознания Кришны, потому что человек, который проповедует сознание Кришны, должен быть очень образованным, уметь все подсчитывать, организовывать и так далее. He taught the householders, which are the majority in society, how to live a responsible Krishna conscious life. Он дал нам образец того, пример для подражания, как человек может жить жизнью домохозяина, как быть ответственным по отношению к своей семье. By being part of Gandhi's movement, which you could say was a very noble movement in its own right. It wasn't transcendental, but it was very noble. There was some very good, there was some good philosophy, some good things in there. Perhaps not perfectly Krishna conscious, but Prabhupada demonstrated how to give up that which is ultimately not favorable for pure devotional service. When he met his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati, he immediately abandoned the Gandhian movement and took up Lord Chaitanya's movement. So he demonstrated very practically. И своим участием в последующем отречении от движения Ганди Шрила Прабхупада показал, что хотя это движение оно было очень замечательным, очень благородным, но тем не менее оно не являлось трансцендентным, но так или иначе оно исповедовало какие-то благородные истины. Но все же, когда Шрила Прабхупада встретил своего духовного учителя, он смог оценить по достоинству его, и он незамедлительно отверг это учение Ганди, и он присоединился к учению Господа Чайтаньи. So if we hear that our spiritual master was a student learning, we hear that our spiritual master was working in a pharmaceutical business, if we hear that our spiritual master was part of a political movement, we shall not be diverted from the understanding that he was a pure devotee of the Lord, preparing his mission to preach Krishna consciousness all over the world, and setting for us a very good example. Если мы слышим, что наш духовный учитель когда-то был студентом, или наш духовный учитель, он где-то занимался каким-то бизнесом, или был членом какой-то политической партии, мы не должны думать, что он занимался какой-то деятельностью отличной от этих трех целей. Мы должны понимать, что он готовился определенным образом к исполнению своей миссии. So then Vishwanath Chakravarti Thakur, he goes on to analyze more of Hiranyakashipu's nonsense statements. И далее Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур анализирует дальнейшее бессмысленное высказывание Хираньякашипу. Hiranyakashipu he calls Prahlad Maharaj Manda Atman. Manda Atman means like a stupid fool. И Хираньякашипу обращается к Прахладе Махараджи как Манда Атма. Манда Атма обозначает что-то вроде глупец. Of course we know that it's Hiranyakashipu who is the Manda Atman. He is the stupid fool. Но, конечно же, мы знаем, что Хираньякашипу, он является сам Манда Атмой, то есть этим глупым глупцом. We have a saying in English, I don't know if you can translate this. It takes one to know one. В английском есть такое высказывание. If you are like that, then you can know others who are the same. Если вы сами являетесь кем-то, то вы можете признать другого подобного вам человека. You can only know a fool if you're a fool. Вы можете распознать другого глупца только если вы сам глупец. You can only recognize a cheater if you yourself are a cheater. Если вы можете признать обманщика только в том случае, если вы сам обманщик. You can figure out someone's lying because you're a liar. Вы можете увидеть, что кто-то лжет, потому что вы сами лгун. It takes one to know one. Нужно кем-то быть, чтобы знать кого-то. So actually, Hiranyakashipu is the fool. На самом деле Хираньякашипу глупец. How is he the fool? How is he foolish? Because he's the greatest of the materialists. И почему же он является глупцом? Да потому что он величайший материалист. Prahlad Maharaj, elsewhere in the Bhagavatam, he glorifies his father. It's so-called glorification. He said, best of the asuras, he calls him. And Hiranyakashipu was very proud. Yes, thank you. I'm the best of the asuras. И в другом месте Прабхупада Махараджа он прославляет своего отца. Как же он его прославляет? Он называет его «О лучший среди асуров». И Хираньякашипу он очень гордится: «О да, спасибо, я лучший среди асуров». But to be the best of the asuras means to be the best of the materialists, therefore the best of the fools. Но быть лучшим среди асуров означает быть лучшим среди материалистов, то есть лучшим среди глупцов. How is a materialistic person foolish? Because he'll never find happiness in this world. И каким же образом они являются глупцами? Потому что они никогда не находят счастья в этом материальном мире. Evam pravartitam chakram nanuvarta itahiya
agya yur indrayaramo mogam parta sajivati. Krishna says, O Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice. Кришна говорит: о Арджуна, тот, кто не следует предписанным жертвоприношениям, established by the Vedas, he certainly lives a life of sin. Установленными ведами, он просто живет жизнью греха. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. Живя просто жизнью ради удовлетворения чувств, его жизнь проходит даром. So if anyone's living for the satisfactions of the senses, it's Hiranyakashipu. He's the best example. But Bhagavad Gita says he lives only in vain because he'll never achieve any satisfaction, no lasting happiness. И таким образом, тот, кто занимается в своей жизни только удовлетворением чувств, как, например, Хираньякашипу, он вел жизнь только ради удовлетворения чувств. То есть такая жизнь, она пропадает даром, проходит зря, поскольку он не достигает никакого результата. Isn't a definition of foolishness to work very hard for something, but to never get it? Разве это не является определением глупости? Тяжело трудиться ради чего-то и никогда не получить его. Isn't that foolish? You're working very hard, but you never really get it. That sounds like foolishness to me. Разве это не глупость? Вы трудитесь очень тяжело, но никогда не достигаете результата. Just like they have these, what are they, dogs or horses, races where they put the food in front of the animal, the horse, dog. Well, there's a race they have around the racetrack. А как, например, если они устраивают какие-то гонки, то ли лошадей или собак, и они помещают перед ними какую-то еду. Training the animal for racing, they put some food surface. Huh? Greyhound. Oh, the greyhound dog, right? To train the dog to race very quickly, they have a machine which goes in front of the dog around the racetrack, and the dog's chasing that food. He goes to the maximum effort he can, but of course they never give it to him. That race would stop. So he chases it all the way and he never gets it. This is the foolishness. This is foolish. И чтобы обучать животных, там, собак этим бегам, там есть такая машина, которая очень быстро движется перед собакой, например, с каким-то куском еды, и собака очень вынуждена очень быстро бежать за ним, таким образом, чтобы научиться участвовать в этих гонках, но она так никогда не достигает, никогда не получает эту еду, несмотря на то, что очень быстро бежит за ним. So everyone is chasing the illusory pleasure of sense gratification. They never really achieve full satisfaction. Therefore everyone is foolish. И так каждый пытается преследовать эту иллюзорную тень наслаждения, и так никогда ее не достигает. And no one chased it, gave more effort than Hiranyakashipu. И все прикладывают усилия к Хираньякашипу. He performed great penance and austerity to achieve material happiness, even acquired the three planetary systems, but he never was completely happy. So he's the greatest of the fools. И несмотря на то, что он приложил такие огромные усилия, чтобы достичь материального счастья, на самом деле он покорил все три мира, но он так и не достиг этого счастья, поэтому он является этим величайшим из глупцов. So he's Manda Atma, not Prahlad. Prahlad Maharaj is so intelligent, he renounced all material pleasures. Итак, это он Манда Атма, а не Прохлад. Прохлад Махарадж настолько разумный, что он отрекся от всех материальных удовольствий. It takes real intelligence to perceive the illusory nature of this world. That's real intelligence. Для этого требуется настоящий разум, чтобы постичь иллюзорную природу материального мира. Это настоящий разум. The real intelligent person isn't the one who tries to enjoy material life. The real intelligent person is the one who tries to get out of material existence. He's actually intelligent. На самом деле разумный человек, он не пытается находиться в этом материальном мире, использовать это для наслаждения, он пытается выбраться из этого материального мира. Prabhupada said intelligence means to see things in their proper perspective. Прабхупада говорил, что разум обозначает видеть вещи в правильной перспективе. Of course, no one's intelligent because in this material world we all see a chance of enjoying this world. Конечно же, никто не является разумным, потому что, находясь в этом материальном мире, мы все видим какой-то шанс для наслаждения. But we become intelligent by hearing from the Lord or His representative the proper conclusion. Но мы становимся разумными и приходим к надлежащему заключению, когда мы слушаем слова Господа, слушаем Его чистого представителя. What is this material? It's a temporary place full of suffering. If you can accept that, you're the most intelligent person. Дукхалая Машашватам. Что такое материальный мир? Это место полное страданий, временное место страданий. Если можем осознать это, значит наш разум пробуждается. If you don't know that simple phrase, Dukhalaya Mashasham, you can be the greatest politician, the greatest scientist, the greatest philosopher, you can know so much, but you're still a fool.
Если вы не понимаете, если вы не знаете эту простую фразу «Халаем шашатам», то, может быть, вы великий ученый или великий политик и так далее, и знаете очень много разных вещей, но все же вы остаетесь глупцом. But if you're only 11 years old, today's your birthday, like little Monica, and you can accept Dukkalayam Shashvatam, this is a temporary place, then you're more intelligent than the greatest philosopher, the greatest scientist, the greatest mathematician. Но даже если вам 11 лет, как вот маленький, вы принимаете эту фразу «Дуккалайам Шашватам», вы признаете, что этот мир просто временное место страданий, то вы гораздо более разумны, гораздо более образованны, чем все великие философы, политики и так далее, ученые. So Vishwanath Thakur, he says, no, Prahlad Manda, if anything, he's the leader of the mandas. He's the guide of the mandas, the less intelligent. И Хираньякашипу говорит, что он не только является глупцом манда, он является лидером этих глупцов. Vishwanath Thakur says, no, he's not, Prahlad's not manda, he's not stupid, he's the leader of the stupid people. Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, что нет, он не является манда, он является тем, кто ведет глупцов. So he takes some blasphemy and he turns it around into glorification. То есть он берет эти слова, которые оскорбляют Прахладу, и толкует их так, что они прославляют Прахладу Махараджа. In an authorized way, by the mercy of the goddess Saraswati, he takes the same words, he analyzes them in a different way. It's an authoritative way. The meaning has something completely different. По милости Матери Сарасвати он берет эти слова и толкует их таким образом, что они приобретают совершенно иное значение и прославляют преданного. Just like a magnet can attract, can also repulse. Например, как магнит может притягивать, но может и отталкивать. You take a magnet and it attracts another magnet, you use it in another way, and the other magnet goes away. Как если вы берете магнит, и он тут же притягивает другой магнит к себе, но если повернуть его другой стороной, он будет отталкивать этот магнит. So Hiranyakashipu is speaking in a repulsive way about Prahlad Maharaj, but Vishwanath Chakravarti is speaking in such a way that we become attracted to Prahlad. И Хираньякашипу он отзывается оскорбительно о Прахладе, но Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит так, что Прахлад становится привлекательным. Just imagine if we knew Sanskrit. Просто представьте, если бы мы знали санскрит. We can hardly pronounce the words properly when we're doing the shloka before Bhagavad. What if we knew? How much advantage we would have in advancing in Krishna consciousness? But we're slow. So we depend upon personalities like Vishwanath Chakravarti Thakur to help us. Если бы мы знали санскрит хорошо, мы даже не можем слова произносить надлежащим образом. Но если бы мы знали санскрит, это было бы очень здорово для нашего духовного развития. Но по милости Вишванатхи Чакраварти Тхакура мы можем постичь эти вещи. But hearing like this, we nourish our intelligence. We give food to our intelligence. Слушая эти вещи, мы как бы питаем свой разум, развиваем его. It's a little hard after the Woodstock Festival because everything's tired. The body, the mind, the intelligence, it's all tired. Это может казаться немного сложным после Вудстока, когда все у нас устало, тело, ум, разум, все же питаемся. So then Vishwanath Chakravarti Thakur, he turns the word shtabdam around. И потом Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур обращается к слову стабдхам. From a repulsive statement to a statement full of nectar. Shabdam, he says shtabdam means obstinate. Слово стабдхам означает упрямый. He said, Prahlad, Hiranyakashipu says, Prahlad, you're an obstinate little rascal. Он говорит, что Прахлад, ты упрямый маленький глупец, негодяй. Being obstinate is bad. Когда кто-то упрямый, это плохо. What's the definition of obstinate? Obstinate, definition of obstinate means if someone gives you good instructions, you don't accept it, that means you're being obstinate. Каково определение слова упрямый? Если кто-то вам дает хорошее наставление, вы им не следуете, это есть упрямство. My dear son, don't wear your boots into the house because by wearing your boots into the house there's mud going. No. Мой дорогой сын, Be пожалуйста, obstinate. Listen to me. пожалуйста, не You're being obstinate. носи ботинки в доме, потому что когда ты заходишь в ботинках в дом, ты заносишь только много грязи и нет. That's not good to be obstinate like that. Не очень хорошо быть упрямцем такого рода. But if someone tells you, drink this poison, and you say no, that obstinate is good. А если вам кто-то говорит, выпей вот этот яд, и вы говорите, нет, такое упрямство очень хорошо. Isn't it? Разве нет? Someone take this hemlock, drink
deeply this hymn. You say, no, you're being obstinate. Yes, I'm being obstinate. That type of obstinacy, that's okay. Например, вот вам говорят, пожалуйста, вот этот яд, пей его. Вы говорите, нет, но это просто замечательное упрямство, разве нет? So Vishnu Thakur doesn't analyze the word obstinate. He doesn't say stubborn, doesn't break it apart in different way, but he said, yes, Prahlad is being obstinate. In this case, he's not analyzing the word differently. He's saying, yes, Prahlad is being, but he's intelligent. His obstinance is his intelligence. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, он не разбивает слово на части и не анализирует его другим образом. Он говорит, соглашается здесь, да, что Прабхупад является упрямым, но его упрямство — это упрямство иного рода. То есть оно заключается в том, что он не подчиняется наставлениям асуров. That's good. That we glorify him for that. Это очень замечательно, мы прославляем его за это. It's like someone repeats, take this drug, take drugs, take drugs, take... No. Например, кто-то нам будет говорить, убеждать нас, принимай наркотики, давай, принимай наркотики. Мы говорим, нет, we heard a song at Woodstock the other day, right on our stage. Marijuana, marijuana. Rasta friends had come over to sing and play Rasta music. There was a little slip up there. They sang one song about marijuana. All the devotees cringed. Например, на Вудстоке со сцены можно было слышать это. То есть там музыканты предполагалось, что они будут играть какую-то музыку, Растафари, и вдруг проскользнула такая песня, в которой пелось о марихуане. Что это такое? But even though we heard the so-called glories of marijuana, we said no. You're being very obstinate. Thank you. Your obstinacy is your qualification. Но даже если мы слышим эту так называемую славу, да, этих вещей, таких как марихуана и так далее, то мы можем просто говорить, нет, это будет упрямством хорошего рода. So Hiranyakashipu is trying to teach his son to be a good demon. Well, not a good demon, a bad demon. И таким образом Hiranyakashipu, он хотел научить своего сына, чтобы он был хорошим демоном, ну, не хорошим демоном, а плохим демоном. It's like there's no such thing as a bad guru, there's no such thing as a good demon. Точно так же, как нет такого понятия, как плохой гуру, нет такого понятия, как хороший демон. So he's trying to teach his son to be demoniac, but he's not taking the instructions to heart. You're obstinate. Yes, sir, I know. И вот он пытается обучить Прохладу Махараджу всем демоническим вещам, а он не слушается. Он говорит, но ты упрямец. И он говорит, да, я упрям. So stop that, you're obstinate, you're a rascal. But when Vishnu Thakur says, no, that's obstinacy. That's his good qualification. So he's using it a different way. Он говорит, прекрати упрямиться, глупец, просто подчинись мне. Но Шрила Вишванатха Чакраварти говорит, что это упрямство является очень хорошим качеством Прохлады. So how has he thought like this? All this intelligence is coming from the God of soul. И весь этот разум, он пришел к нему по милости матери Сарасвати. Everything that Hiranyakashipu was saying actually is in glorification. It's in glorification of his son. Все, что не говорил Хираньякашипу, на самом деле оборачивается прославлением Прохлады Махараджа. So devotees are blessed to see these things by your Lord and by the Lord's representatives. И преданные благословены тем, что они могут видеть эти вещи благодаря Господу и благодаря Его чистому представителю. Tesham satariyuktanam bhashatam patipurvikam dadami priyam yogam yenamam upayanti te. Krishna said to those who serve me with love and devotion, I give the intelligence by which they can come to me, the intelligence by which they can perceive things properly. Кришна говорит, что тем, кто служит мне с любовью и преданностью, я наделяю их разумом, благодаря которому они могут прийти ко мне. So therefore we have to be very careful to always see things in light of the Shastra, in light of the words of pure devotees, not according to our own intelligence, because at our stage of devotional service we still have a little bit of the Hiranyakashipu inside of us. И поэтому нам нужно быть очень осторожными, нужно воспринимать вещи с помощью, смотреть на вещи глазами шастр, глазами преданных, поскольку если мы будем пытаться смотреть на вещи своими собственными глазами, нужно помнить, что внутри нас всегда остается еще немного Hiranyakashipu. Hiranyakashipu had a tendency to find the fault in devotees. He didn't see the good qualities. So we also, because we're coming from material life, we carry some of the dirt into the house. We carry some of the dirt of our past life into Krishna consciousness. So we also, a little like Hiranyakashipu, we don't tend to see the good qualities. We sometimes tend to focus on the bad qualities in others. И вот у Hiranyakashipu была тенденция поиска дурных качеств среди преданных, среди самой преданности. Точно подобно этому у нас внутри иногда есть это качество, что мы стараемся найти в других людях какие-то плохие качества, тенденцию нужно искоренять и стараться смотреть
глазами Писаний. Who are the others? Кто же это другие? The Lord, the devotees, the innocent, the demons. These are the four classes of living entity people that we associate with. И то есть мы смотрим на других, и мы видим, что кто-то из них является преданными, кто-то невинными, кто-то демонами, Господь также. Regarding the pure devotee, Hiranyakashipu, he saw no good in Prahlad Maharaj, he only saw bad. И Хираньякашипу, он не видел ничего хорошего в Прохладе, он видел только дурные качества. But by the mercy of Guru and Shastra, and the representative, we see only good in Prahlad and no bad. Но по милости Гуру и Шастр мы в Прохладе видим только хорошее, ничего плохого. That's quite easy. It's quite easy. We don't hear about, see anything bad in the heart of Prahlad Maharaj. But how do we deal with aspiring devotees who are kind of 1 foot in the water and 1 foot out of the water, still having some attachments to the material world, but aspiring for the spiritual world? How do we deal with aspiring devotees in a proper way? Ну хорошо, в Прохладе Махараджи мы не видим дурных качеств, но это Прохлада Махараджа. Как быть с начинающими преданными, которые, так сказать, одной ногой еще в воде, а другой уже вышли из воды, которые только начинают продвигаться в сознании Кришны, и у них есть еще какие-то привязанности. Как нам быть с ними? It's easy to recognize that Prahlad Maharaj has no bad qualities, he only has good qualities. But from an honest appraisal, looking at our own hearts and at the hearts of other devotees, because we're not pure yet, we still have attachments, but we still have an eagerness for Krishna consciousness. So how do we relate to devotees who are on the path of pure devotion? И очень легко заметить, что у Шри Прохлада у него нет дурных качеств, поскольку он такой возвышенный, преданный. Но как быть с теми преданными, которые только начали свой путь, и у нас есть еще какие-то привязанности, но все же мы находимся на пути преданного служения. We can't be naive and ignore their bad qualities. That wouldn't be good for them. We have to help them overcome them. Мы не должны быть наивными, не должны пытаться игнорировать те дурные качества, которые у нас все же есть, и должны пытаться прикладывать какие-то усилия, чтобы искоренить их. So how do we deal with this yin and this yang? You know yin-yang? А как же нам поступать с этим инь и янь? You see always that sign of the white and the black versus the thing. So there's the white, the yin, and then there's the black, there's the yang. It's the world of duality. How do we deal with the duality in the hearts of our God brothers and God sisters? Within our own hearts, how do we deal with it? Знаете, этот знак инь и янь, то есть там одна часть черная, одна белая, и они так вместе смешиваются и разделены в то же время. То есть то же самое происходит в нашем сердце, есть какие-то хорошие качества, есть дурные. И как нам надлежащим образом поступать с этим? Well, we should minimize their faults and we should magnify their good qualities. Человеку не следует принижать свои дурные качества и не следует преувеличивать свои хорошие качества. If we magnify the faults and minimize their good qualities, that's very dangerous for ourselves. We may tend to fault find and make offenses. But if we minimize their faults and magnify their good qualities, that's a proper relationship. То есть надлежащий способ такой, что мы должны стараться уменьшать свои дурные качества и стараться развивать хорошие качества. И это принесет надлежащий результат. То есть мы не должны прикладывать усилия, чтобы увеличивать свои дурные качества и уменьшать хорошие. And we should have faith. И у нас должна быть вера. While associating with devotees, that through the process of devotional service, the bad qualities will eventually disappear and the good qualities will surely increase. И у нас должна быть вера, что в процессе общения с чистым преданным, в процессе преданного служения наши дурные качества постепенно исчезнут и наши хорошие качества разовьются. Because the bad qualities are the anarthas, are material, and the good qualities are a symptom of the soul, which is spiritual. Поскольку дурные качества или анархии, они являются материальным, а хорошие качества являются духовными, то есть это признаки души. And that which is material is temporary, and that which is spiritual is eternal. И то, что является материальным, оно является временным, а то, что является духовным, оно вечным. So if one is strict, faithful in the path of devotional service, even the most ugly material quality will eventually, in due course of time, completely disappear.
И если человек строг и последователен в своей духовной практике, даже самые ужасные, отвратительные, дурные качества с течением времени исчезнут. And even the smallest spiritual quality you can detect in the heart of the devotee will one day be greatly magnified and be a great asset to that devotee's service to Krishna. Даже то незначительное, малюсенькое, замечательное духовное качество, которое вы распознали в сердце преданного когда-то, в один прекрасный день оно разовьется полностью, и преданный станет очень хорошим. So that's how we should relate to other devotees. We should minimize their faults and we should magnify their good qualities. That's a good etiquette. И вот как мы должны относиться к другим преданным, каков хороший этикет. То есть мы стараемся преуменьшить их, то есть когда мы говорим о них, мы стараемся не обращать внимания на их дурные качества и стараемся выделить в них хорошие качества, заметить их. Okay? You minimize the faults and you magnify the good qualities. But there's only one devotee you should not see like that. There's only one devotee you shouldn't minimize his bad qualities and magnify his good qualities. Only one devotee you shouldn't treat like that. И вы, когда смотрите на других преданных, вы преуменьшаете их дурные качества и преувеличиваете их хорошие качества. И есть только один преданный, который не должен поступать таким образом. Who is that one devotee you shouldn't treat like that? И кто же этот преданный, с которым так вы не должны поступать? Yourselves. Yeah. Вы сами. It's very dangerous to minimize your bad qualities and magnify your good qualities. То есть в себе самом очень опасно преуменьшать плохие качества и преувеличивать хорошие. Так нужно поступать с другими. Rather, you should feel very fallen because of your material attachments and qualities, and you should never be proud of your spiritual advancement. То есть вы должны чувствовать себя очень падшим из-за того, что у вас есть дурные качества, и вы не должны чувствовать себя очень продвинутым, видя в себе какие-то хорошие качества. There's a saying, there's a code in medicine that first the doctor has to cure himself. Есть такое выражение, касающееся медицины, что доктор должен сначала вылечить себя. The doctor can't cure others until he himself is healthy. То есть прежде чем лечить других, предполагается, что доктор сам должен стать здоровым. If the doctor's sick, seriously ill, how can he effectively help others who are sick? Если врач болен серьезно какой-то болезнью, то предполагается, как же он может исцелить других. So in the same way, a devotee has to purify his heart of all anarthas, lust, anger, greed, before he can effectively help others. Точно так же предполагается, что преданный должен очистить свое сердце от анарт, прежде чем он сможет эффективно проповедовать другим. Our process is quite interesting because Prabhupada has us, or in our process, as soon as one joins the Krishna consciousness movement, practically speaking, within a few days, he or she is out preaching. So therefore we understand that the preaching itself is also a cure for our hearts as well. Но в нашем движении все это происходит очень интересным образом, да? То есть в соответствии с тем, как говорил Шрила Прабхупада, когда человек присоединяется к нашему движению, уже через несколько дней он должен начать проповедовать. Anyway, we should be concerned about ourselves before becoming overly concerned about others. Но все же предполагается, что мы должны быть более озабочены самим собой, прежде чем мы станем заботиться о других в духовном смысле. That instruction is there in the Bible. Такое же наставление можно найти в Библии. Jesus says, "Be thou perfect, like thy Father in heaven." Иисус говорит, что будьте так же совершенны, как Отец ваш Небесный. Just imagine if we had a society of pure devotees, what we could accomplish in this. Просто представьте, если бы у нас было общество чистых преданных, чего бы мы могли достичь. And Prabhupada wanted that, actually. И Прабхупада на самом деле хотел этого. Initially he was envisioning a society of brahmanas. He wanted to create a society of brahmanas. В частности, у него было это видение того, чтобы создать общество браманов, Set a nice example and preach. чтобы установить, дать хороший пример и проповедовать. But of course we know superior to a brahmana is a Vaishnava person, the mode of Shuddha Sattva, or pure goodness. Конечно же, мы знаем, что вайшнавы, они расположены в гуне Шудда Саттвы, чистой благости. So Prahlad Maharaj single-handedly accomplished so much. Srila Prabhupada single-handedly
accomplish so much. But they want all of their followers to come to that stage of pure devotion. And just imagine if we had a society of pure devotees, what we could do for Шрилы Прабхупады and Lord Chaitanya. И вот Шрилы Прабхупады и Прохлада Махараджа, они говорят нам о качествах чистых преданных, о том, чтобы мы развивали эти качества. Теперь просто представьте, если бы у нас было общество, состоящее полностью из чистых преданных, что бы мы могли сделать для Шрилы Прабхупады, для Господа Чайтаньи. We've often stated that a devotee wants to make advancement in Krishna consciousness, not to become famous as an advanced devotee, but more for the reason, only solely for the reason of being effective instrument in the hands of his spiritual master's mission. И мы знаем, что преданный, чистый преданный, он старается достичь высокого результата не для того, чтобы стать известным как великий преданный, но лишь для того, чтобы стать искусным инструментом в руках Господа, для того, чтобы проповедовать. Preaching is the essence, books are the basis, utility is the principle, but purity is the force. Проповедь — это наша миссия, книги — это основа, чистота — это сила, а практичность — это принцип. So I was thinking on the way back from the Woodstock festival yesterday that both our preaching before the Woodstock festival, the many festivals that we did, and the Woodstock festival itself, they were so successful, both more successful than any other years that we've done them, because of the purity of the heart of all of you. И когда я думал о том, как закончился вчера Вудсток, и обо всех прошедших фестивалях, я подумал, что все фестивали, которые предшествовали Вудстоку, и сам Вудсток, они были чрезвычайно успешными, более успешными, чем когда-либо. И все это произошло по причине чистоты ваших сердец. I don't think anyone can deny that all those rainy festivals that we did before Woodstock, nevertheless, although they were rainy, they're some of the most successful festivals we ever did. Конечно же, кто-то может отрицать это, говоря, что там было столько дождей, разве это можно назвать успешными фестивалями? Но так или иначе, тем не менее, они были очень успешными и более успешными, чем когда-либо. Никто не может отрицать это. This past Woodstock festival, that was the best of all the, whatever it was, 12 or 13 Woodstock festivals that we participated in. That was our best preaching at Woodstock ever. И никто не может отрицать, что тот Вудсток, который только что закончился, он был лучшим среди всех 12 или 13 фестивалей Вудсток, которые проходили, он был нашим лучшим. Just over 100,000 plates of very delicious prasad. The kids loved the prasad. Несколько сотен тысяч порций прасада мы распространили. Tens of thousands of people coming through our village. So many books were sold. So many people enjoyed the stage show. So many people got benefit from those very long Ratha Yatras. Десятки тысяч людей приходили на наше поле. Многие из них купили книги, многие из них приняли участие в замечательной программе на сцене, наблюдали программу на сцене, что самое главное, очень многие из них приняли участие в очень долгих радха-ятрах. Эти радха-ятры — это то, что замечательно, то, что We're supposed to do 2 Ratha Yatras a day for 2 hours each, but they merged into 7 hours. One Ratha Yatra, 7 hours. Предполагалось, что у нас будет по 2 радха-ятры в день, продолжительностью по 2 часа каждая, но так вышло, что они слились. Something like breakfast merging into lunch, merging into a midnight snack. Произошло так, что они слились в одну радха-ятру продолжительностью 6 часов или больше, и завтрак уже сливался с обедом, переходящим в ужин и так далее. We did something that we never did before. We stopped the cart right in the middle of the road for hours at a time, and nobody complained. The cars went around; they went off the road, onto the embankment, down and back onto the road. No one complained, even the ambulances. They went around out of respect. They went around for a jog. Мы сделали нечто удивительное, то, что мы обычно никогда не делали. Мы остановили колесницу прямо посреди дороги, и она там стояла на протяжении часов, и никто не жаловался. И даже все машины, они объезжали это по обочине, и даже скорая помощь не жаловались. С уважением Господа Джаганатхи они просто объезжали там с включенной сиреной колесницу. So we were encouraging the security to help the cars go around the Ratha Yatra cart, but after a while the security men
they were so much influenced. They were also dancing in the kirtan party in front of the cart. So at one point I noticed 3 cars behind the cart, and I told devotee, go help them around. That devotee said they'd been there for 1 hour and 15 minutes, very patiently waiting for us to move on. They didn't want to disrupt us out of respect. 1.5 hours those cars stayed behind us, not even honking. That's how miraculous was that run. И я вдохновлял преданных из службы безопасности, чтобы они способствовали тому, чтобы машины объезжали нас очень аккуратно, то есть чтобы они прокладывали им дорогу и так далее. Но вследствие влияния радхаятры, даже самые преданные из охраны, они постепенно вовлеклись в танцы, воспевания, и мы танцевали уже вместе со всей группой киртана. И тут я неожиданно заметил, что 3 машины, они стоят позади колесницы. Я сказал преданным, что идите позаботьтесь, чтобы им дали дорогу, чтобы они могли проехать. Но преданный сказал мне, что Махарадж, эти машины стоят там уже 1,5 часа и не очень терпеливо ждут. You saw that one boy one time he was sweeping the cart, sweeping the road in front of the cart with the broom. He was enjoying that service so much. For 4 hours he would not give that broom. The other kids were begging, let me have the broom to sweep. They didn't know what it meant, but they saw it. He wouldn't give it. He was fighting for that broom. Я видел там одного парня, который подметал дорогу перед колесницей Джаганатхи метлой, и он был настолько поглощен этим служением, что он 4 часа кряду уже подметал, и никому не давал другому, там была уже целая очередь, что они просили, дай мне поподметать, дай мне, и там просто они сражались за эту метлу, но он никому не отдавал. Then there were those 3 or 4 boys who were slightly drunk, who were pulling that rope with such intensity. I was thinking that within 30 minutes, all the anarthas in their heart were going to be purged. So I think they were pulling that cart almost by themselves. И там были также 3 или 4 слегка пьяных парня, которые с большим энтузиазмом тянули веревки, тянули за веревку колесницу. Я думал, что они тянут с таким энтузиазмом, что через 15-20 минут все анархии из их сердец будут просто устранены. И мне казалось, что колесница движется в основном благодаря только их усилиям. We went out at 11:30 in the morning. We didn't come back till 6:30 at night. Мы выходили в 11:30 и возвращались в 6:30 вечера. That's the real Rath-yatra. Это настоящая Радха-ятра. And so many kids came back to the festival with us. That's the real meaning of it too. Lord Jagannath, Subhadra Balaram. It's not that we were taking them back to the village, to Krishna's village in Vrindavan. They were taking us back to Vrindavan. And along the way, so many kids got swept up in the ecstasy. И когда мы возвращались, только много детей и подростков приходило вместе с нами. И когда мы тянем колесницу обратно, то есть предполагается не то, что мы возвращаем Господа обратно в нашу деревню Кришны, а это Господь, Джаганнат, Владева и Субхадра, они возвращают нас в духовный мир вместе со всеми остальными. So I was thinking again on the way back, how has it been so successful? Of course, there's been very excellent management by Jayatam and Nandini. They've organized everything so effectively this year that everything's going very smoothly. Я вот, оглядываясь назад, так смотрел, как же все так замечательным образом вышло. И, конечно же, во многом мы обязаны замечательному менеджменту. Благодаря Нандине и Джайтаму так все устроили, что в этом году все проходило очень гладко. The department has a very seasoned and experienced leaders, so they know how to do things. И у департамента были очень опытные главы, то есть те преданные, которые возглавляли эти департаменты. Assembled devotees are so eager to serve. This is the secret to our success. И все преданные вместе были очень вдохновлены, очень сильно хотели служить сообща. Some of you have been serving on the tour for 2 years, 5 years, 10 years, 15 years, кто-то из вас 19 years. занимался служением на туре 2 года, кто-то 5, кто-то 10, кто-то 15, 19. The purification is such that, amazing things are happening. И очищение происходит такое могущественное, что очень удивительные вещи случаются. So I'm wondering what will happen in the next 2 years, the next 5 years, 10 years, if we're still around. What's going to be happening in 20 years? И что же произойдет через 2 года, через 5, через 10, через 20? Karmis have a saying, trust no future, however bright it may seem. И карми Don't put your говорят, faith in any future. что Don't trust the future. не верьте, не доверяйте будущему. However bright it may appear to you. Каким бы ярким оно вам могло не казаться, все же не доверяйте этим мечтам. But we have great faith in the future. Но у нас есть великая вера в это будущее.
we continue to strictly follow this process, simultaneously share our good fortune with others, we'll have the brightest future. Если мы будем продолжать строго следовать нашему пути и в то же время делиться им с другим, то нам обеспечено это очень яркое будущее. So we're speaking as if it's almost over. You could take this, just sounds like the final talk of the tour. But no, we're only 2/3 of the way through. We have one more third to go. И хотя мы говорим об этом как уже о чем-то состоявшемся, как будто бы тур закончился, может так показаться, нет, на самом деле всего лишь только 2/3 тура прошли, впереди осталась еще 1/3. We have 2.5 weeks more of festivals. У нас еще 2,5 недели фестивалей. And Lord Chaitanya is so kind, we're not even going to stop. It's really going to be like the spiritual world. We're here, that all walking is dancing, all talking is singing, and there's a festival every day. They don't even take a break on Mondays. Мы ни за что не хотим останавливаться, потому что мы слышали, что в духовном мире каждый шаг это танец, каждое слово это песня, и каждый день там фестиваль, там праздник, и там нет даже выходных по понедельникам. Yes, we've been taking a break every Monday, but in the spiritual world, you don't read in the Brahma Samhita that you take a break. A festival every day except Monday. I didn't hear that's not in the Sanskrit shloka. Обычно у нас по понедельникам выходные бывали, но в Брахма-самхите я там что-то не замечал такого, что Брахма говорит, что и там фестиваль, там праздник каждый день, кроме понедельника. That's for the minor leagues. Now we're going into the pros. The pro league, there's no break. То есть Haitukiya Pratiyata, unmotivated, uninterrupted. You're not going to be interrupted by a break on Monday. This is the pros. Like in America, we have the minor league baseball. We have the professional baseball. То есть, например, как в Америке у нас есть в бейсболе там, профессиональная лига и любительская, и у профессионалов у них нет перерывов. То есть ахайтуке пратихата, преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. We're going into the deeper mood of Sri Krishna Sankirtan. There's going to be there's not one break until the end of the tour. Мы погружаемся все глубже в настроение проповеди Господа Чайтаньи. Не должно быть никаких перерывов. And what's more, instead of 3 days in each town, it's only going to be 2 days in each town, which means setting it up and breaking it down is going to be more intense. И более того, в каждом городе мы будем проводить не 3 дня, а 2 дня. Это будет обозначать более интенсивную работу. То есть мы строим фестиваль, и тут же его разбираем и так далее. So physically, this is impossible. И физически это невозможно. We are tired before the Woodstock Festival. Мы были усталыми еще до фестиваля Woodstock. And you're tired after the Woodstock Festival. И мы чувствуем себя усталыми после фестиваля Woodstock. And you have, 14, 15, 16, whatever, 17 more major festivals, where each festival, thousands and thousands and thousands of people come. You're going to have to draw on your deep spiritual reserves of your energy. И нам еще предстоит 17 больших фестивалей, и нам всем следует находиться под управлением нашей интенсивной внутренней энергии. You're going to have to be like Vishwanath Chakravarti Thakur describes Prahlad in the Wonder. You're going to have to be obstinate like Prahlad in the good sense. That when your body says no, and your mind says no, and your intelligence says no, you say yes. We're going to continue on, my dear body, my dear mind, my intelligence, for 2.5 more weeks. Поэтому нам следует быть здесь такими, каким описывает Вишванатха Чакраварти Тхакур Прохлада. Нам следует быть упрямыми, то есть когда наше тело будет нам говорить «нет, я уже не могу», когда ум будет говорить «нет, я уже не могу», и разум будет говорить «нет», мы все же отвечаем «да». Мы продолжаем эти фестивали, мой дорогой ум, тело, разум. Follow in the footsteps of Prahlad Maharaj and be obstinate in the good way, in the Krishna path. Следуйте по стопам Прохлады Махараджа и будьте упрямыми в хорошем смысле. You think, if I just had a little more rest, to recover from what we've already done in the last month and a half, you need about 2 or 3 weeks to begin recovering. И если вы будете думать о том, не помешало бы немного отдохнуть, и после той деятельности, которой мы занимались 1,5 месяца, нам потребуется на самом деле около 2 недель восстановления. We don't have that luxury on this tour. У нас нет такой непозволительной роскоши на этом туре. This is as far as going into what we're doing now, back to the beach festivals, this is the best time of the entire year, the entire summer for the beach festivals.
И вот, возвращаясь сейчас к пляжным фестивалям, я хочу вам сказать, что сейчас приближается самое лучшее время для пляжных фестивалей. When we first came in late June, there wasn't so many people. They hadn't really started coming up. They were really starting to come just as we left for Woodstock. И когда мы начали на фестивале на побережье в конце июня, на самом деле не так много людей еще приехало, но и они начали съезжаться только тогда, когда мы уехали на Вудсток. Especially because the weather has been terrible all summer. Now the weather's fantastic. Finally, we see the sun. Из-за того, что вся погода на протяжении лета была отвратительной, но теперь мы видим фантастически прекрасную погоду, солнце светит. They're predicting really good weather. I mean, some rain, but really good weather. So now everybody, not everybody, but anyone who wants to go on the coast, this is the prime time these days. This is, this is the best time for doing these festivals. It's August 8th. From August 8th until when we leave on the 20th, this is every day is like a golden opportunity. И вот есть очень хороший прогноз погоды, конечно же, говорится, что возможно небольшие дожди, но все же прогноз очень хороший. И вот это время просто замечательное. Сегодня 8 августа и до 22 августа у нас будет замечательная золотая возможность для проповеди. We simply don't have time to be tired. У нас просто нет времени для того, чтобы быть усталыми. The other day somebody asked me on the phone, they said, "Are you tired?" I said, "How do you spell that?" Один преданный спросил меня: Махарадж, вы устали? А я его переспросил: как ты сказал? Of course we are tired, but we have this great service ahead of us. So I ask all of you to please rise to the challenge and give your best over the next 2.5 weeks so that we can continue as we have been doing, preaching in a fantastic way. Ну, конечно же, мы все немного устали, но, как я вас всех попросил, приложите все свои лучшие усилия, постараться изо всех сил продолжать проповедь в течение оставшихся фестивалей так же хорошо, как мы делали это в начале. Of course, most of you are veterans, you're seasoned veterans on this tour for many years. Конечно же, многие из вас являются ветеранами этого тура, вы все очень опытны. So I know that we can count on you. Я знаю, что мы можем положиться на вас. Actually, many times during the year you hear in correspondence and devotees say, Guru Maharaj, the best weeks were the ones right after the Woodstock. Those were the best days of the summer, somehow or other. Because Lord Chaitanya reciprocates with your preaching spirit, and there's so much nectar that happens during these next two. Although it's the most difficult, there's the most mercy coming. И на протяжении года я обычно слышу высказывания от различных преданных, они говорят: Гуру Махарадж, вот те 2 недели в конце тура после Востока были самыми нектарными, самыми замечательными. Это все происходит из-за того, что Господь Чайтанья, Он очень ценит наши усилия, которые мы прикладываем. И очень много нектарных вещей происходит именно в эти 2 последние недели, несмотря на то, что они самые трудные, возможно. Мы не боимся тяжело работать. Потому что мы знаем, что поступая таким образом, проходя эти лишние километры в сознании Кришны, давая эту милость при этом другим, мы зарабатываем и получаем эту милость сами, и делать это мы тоже способны только по милости. И последние несколько метров, они, несомненно, являются самой волнующей частью гонки. Pool in the competition, and it's always those last few meters that, that's the most exciting. This is the most exciting part of the tour. Когда вы бежите по беговой дорожке или плывете в бассейне, последние несколько метров гонки, они являются самыми решающими. Подобно этому, или последние дни тура, они очень волнующие, решающие. Don't close your eyes and fall asleep and miss it. Не закрывайте свои глаза, не засыпайте, не пропустите это. What happened? You missed the best part. You missed the end of the movie. Что такое? Что случилось? Ну ты заснул, ты пропустил конец фильма. This is the best part of the seminar today. So take rest today. I noticed that someone said to me, they can't be so tired. They're playing soccer out there, and they're playing basketball in the gym, and we're not tired, but I know you are tired. So use this day wisely. This is the last day that you can recover before then. И, пожалуйста, отдохните сегодня. То есть тот отдых, который вам требуется, пожалуйста, получите его сегодня. И хотя я слышу, что все устали, я слышу, что многие играют в баскетбол на улице или в зале футбола. Разве это усталость?
And know there's nothing that gives our spiritual well-wishers, our spiritual masters, our acharyas, the Lord Himself, more pleasure in this world than to see these poor people getting this opportunity of Krishna consciousness. И ничто не доставляет большего удовольствия нашим духовным учителям, чем то, когда он видит, что эти бедные души получают возможность соприкоснуться с сознанием Кришны. And many of you are young now. If you use these years in this preaching mission and you carry on like this through your middle age and into your old age, as best you can according to time and circumstances, you help in this way, you will be recognized by Guru and Krishna without a doubt. И сейчас вы очень молоды, и с течением времени вы повзрослеете, и если вы будете всю жизнь исполнять эту миссию духовного учителя, и к своей старости вы все еще будете заниматься этим, приводить Господа обусловленные души, то в конце концов вы обязательно получите признание со стороны Господа. Это лучший способ получить признание. Иисус сказал, что многие призваны, но немногие избраны. Of course, in the end, everyone will be chosen. That is the Lord's mercy. But we don't want to wait around in this miserable world very much longer. This is the best and surest path to preaching for going back home. Конечно же, в конце все будут избранными, но мы не хотим так долго ждать, и те, кто проповедует, они делают свой путь в духовный мир очень коротким. So following the footsteps of Prahlad Maharaj is the main personality. Hiranyakashipu is not the main personality, he's just there. Prahlad Maharaj is the main personality in these pages, this part of the Bhagavad. Let's follow in the footsteps of Prahlad Maharaj, who came to this world specifically for preaching. We didn't come for preaching, we came for something else, that by the mercy of Guru and Krishna we now see the light. So let us assist Prahlad and all his representatives. Поэтому давайте следовать по стопам Прахлады Махараджа, который является главной личностью, которая обсуждается на этих страницах вовсе не Хираньякашипу, а Прахлад Махараджа является главной личностью. И следовать по его стопам означает, что Прахлад Махараджа пришел в этот мир с особой целью, с целью проповеди. Но мы не пришли с вами сюда проповедовать, мы пришли сюда с какой-то другой целью, с какими-то другими целями. Но благодаря контакту с преданными, с Прахладом Махараджем мы можем следовать по его стопам. It's just a couple more days, a couple more weeks, just push yourself. Еще немного, еще пару дней, пару недель, и вы просто подталкиваете себя вперед. It's like hot sugar, drinking hot sugar juice. It burns, it's so sweet, you can't stop. Это подобно тому, как вы пьете очень горячий сок сахарного тростника. Он такой горячий, что невозможно пить, но такой сладкий, что невозможно оторваться. And these are the weeks, these are the days, these are the hours, these are the moments that you'll look back in the years to come. You'll look back and remember that these were some of the best days of your career in Krishna consciousness. И это те самые дни, те самые недели, те самые часы, которые по прошествии многих лет, когда вы будете оглядываться назад, вы будете считать их самыми лучшими днями и часами в своей жизни. And why? Because you gave your everything to preaching Krishna consciousness. И почему? Потому что вы всего себя отдавали проповеди сознания Кришны. By giving everything to Guru and Krishna, we get a little glimpse of what is pure devotional service. И отдавая все, мы получаем небольшой проблеск того, что чем же является сознание Кришны. So let's finish the tour as we started it. И давайте закончим тур точно так же, как мы начали его. As it was during the middle portion. Таким, каким он был в средней части. Let's continue with our unmotivated, uninterrupted devotional service up to the very last day, August 20th. Ахайтукия Пратихата, преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. И давайте продолжать вот таким же до самых последних его дней, до 22 августа. It's back to the beach towns now. We have to refocus. Before Woodstock, I said, okay, stop focusing on the festivals and think of Woodstock. Now forget about Woodstock. И теперь, пожалуйста, сфокусируйтесь на пляжных фестивалях. То есть перед тем, как мы поехали на Вудсток, я вам сказал, все, окей, забудьте о пляжных фестивалях, сконцентрируйтесь на Вудстоке. Теперь я вам говорю обратно, забудьте о Вудстоке и сосредоточьтесь на пляжных фестивалях. There's a saying in English, don't sit on your laurels. Laurels means that in ancient Rome they would give you a little crown of special leaves. That would be your victory, your medal. They would give you a little crown of leaves like this. If you became proud, oh, I have this, you're not going to get anything else done.
Don't take that crown and sit on it like, oh, I've done something. Don't sit up. It was great. It was the best Woodstock ever. The demigods, I'm sure they were dancing in their chariots watching you perform your service. That's the past. Don't sit on your laurels. Now forget Woodstock and look forward to the next 2.5 weeks of the little festivals, so-called little festivals. Есть такое высказывание: не нужно почивать на лаврах. То есть если вы достигли какого-то замечательного результата и вам преподнесли такой лавровый венок, вы очень гордитесь им, вы победитель, и теперь можно расслабиться, то есть снять его и как бы отдохнуть немножко. Нет, мы достигли замечательного успеха на Вудстоке, и хорошо, давайте продолжать развивать успех дальше, не будем почивать на лаврах. Tomorrow's Nihoshev, we're doing the festival in Nihoshev along the train tracks there, right in the center of town. Завтра фестиваль в Нихоже. We have so much faith in the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We're going in with this grand festival, and we're going to start advertising it 5 hours before the event. У нас столько веры в движение Господа Чайтаньи, вдохновения, и мы начинаем рекламировать этот фестиваль за 5 часов до начала события. There was some talk about going on Harinam today, but I said no, let the devotees rest. We're going to go set the festival up in the morning. We're going to go out and start the Harinam at 12 o'clock, noon, and we're expecting thousands of people to come at 5 o'clock in the afternoon. What is this? This is Shraddha. И были какие-то разговоры, обсуждалось, выезжать ли сегодня в группе Харинамы или нет. И я сказал, пускай преданные сегодня отдохнут. И что же мы будем делать завтра? Завтра утром мы начинаем строить фестивальную площадку. В 12 часов выходит Харинама, и через 5 часов у нас уже должен начаться фестиваль. Что же это такое? Это просто шрадха. Но это все сработает только в том случае, если вы будете сконцентрированы, сосредоточены. Завтра утром мы просыпаемся и едем на фестиваль. И вы не можете быть усталыми. Вы, конечно, можете быть усталыми, но не позволяйте себе думать, что я устал. Everyone's got to come to the Mongol Arti tomorrow. Everyone has to go to the morning program. The setup crew has to go strong, full of energy, inspiration, go to Nihoshev, set up the festival. Harinam bus is going to leave at 10:15, full of balloons and enthusiastic devotees, Madhajis with gopi dots, everything going to jump out of that bus like it's the very first day of the tour, June 28th. И завтра все должны прийти на Мангал-Арати, все должны прийти на утреннюю программу, и все исполненные фестиваль, и автобус Харинамы придет в 10:15, он должен быть наполнен матаджами с шариками и так далее, все должны бегать, прыгать, радостно улыбаться, матаджи все должны быть с гопидотами, точно так же, как это было в первый день фестиваля, 22 июня. When we hit the beach at Nihoshev, you're going to be singing and dancing and twirling to the sky and laughing and happy. It's not going to be a funeral march. И когда мы высадимся на пляже в Нихоже, мы там все будем прыгивать, летать просто в воздухе, улыбаться. И все это не будет похоже как на последнее выступление. How are you going to do it? Как же нам все это удастся? And I look at your faces now, you're red from the sun, and your eyes are all bagged under your eyes. How are you going to do it? И как же мы собираемся это сделать? Я смотрю на вас, у вас лица красные от солнца, мешки под глазами, глаза покраснели на высыпании. Deep within your hearts, you're going to find that sincere desire to please your spiritual master. Но в глубине своего сердца вы можете обнаружить это желание удовлетворить вашего духовного учителя. That's how you're going to do it. Вот что вы собираетесь делать. Потому что вы знаете, что это доставляет удовольствие Кришне, вашему духовному учителю, поэтому вы это сделаете. Today's yours, do whatever you want, but tomorrow morning when you wake up, immediately you're back in today's first day of many festivals. You work hard, enthusiastic, inspired, and don't slow down even for one moment. И сегодняшний день ваш, делайте что хотите, но завтра мы начинаем фестиваль, и мы не позволим себе расслабиться даже ни на один момент. Grantara Shrimad Bhagavatam Ki